Никита Коцалапов, российский фигурист-парник, в паре с Еленой Ильиных стал бронзовым призером Олимпиады в Сочи. В паре с Викторией Синицыной стал победителем чемпионата Европы 2022 года по танцам на льду. Его путь к славе оказался тернистым, но спортсмен проявил выдающиеся бойцовские качества и не сломался под влиянием непростых жизненных обстоятельств. А каких именно, сегодня расскажем в нашем видео. Но перед тем, как мы начнем, не забудь поставить лайк. Далее мы расскажем биографию, как живет Никита Коцалапов и почему он расстался с Еленой Ильиных. Никита Коцалапов родился 10 июля 1991 года в Москве. Мама Никиты в прошлом профессиональная фигуристка, которая из-за травмы была вынуждена покинуть лед и стать тренером. Именно мама и приобщила сына к фигурному катанию. На коньки встал в 4 года, когда начал заниматься фигурным катанием в детском театре на льду «Олека». Принимал участие в различных постановках театра, одновременно обучался азам фигурного катания под руководством мамы. В какой-то момент перед парнем встал выбор – спорт или театр, и Никита сделал выбор в пользу спорта. Он перешел в Сокольники, где стал кататься в группе Марины Друзик. Спустя некоторое время его пригласили тренироваться в школу Виктора Николаевича Кудрявцева, где он занимался в группе Натальи Петровны Дубинской как одиночник. Однако в одиночном катании у него не сложилось. Рослый и физически мощный Никита начал отставать от ровесников по прыжкам. В итоге, по совету мамы и тренеров, перешел в танцы на льду. В танцах на льду его первой партнершей в 2005 году стала бывшая одиночница Елена Ильиных, с которой он и начал тренироваться под руководством завершивших карьеру в любительском спорте Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха. Однако в тот момент у Коцалапова и Ильиных не сложилось. Из-за постоянных разногласий пара распалась. Далее в течение года Никита катался один под руководством Аллы Юрьевны Беляевой. В 2007 году Никита перешел в группу Александра Жулина, который поставил его в пару к Ангелине Кабышевой. Однако и этот дуэт не состоялся, распавшись через год. В 2008 году Коцалапов опять встал в пару с вернувшейся из США в Москву на зимние каникулы Еленой Ильиных. И на этот раз у пары дело пошло. На своем дебютном первенстве России среди юниоров 2009 года Елена Ильиных и Никита Коцалапов заняли 4-е место. Далее последовала победа в финале юниорского Кубка России, который прошел в Твери. В следующем сезоне дуэт уверенно победил на этапах Гран-при среди юниоров в Венгрии и Польше. А в финале серии Гран-при среди юниоров в Токио Елена и Никита завоевали серебряные медали, уступив лишь другой российской паре – Ксении Манько и Кириллу Халявину. Этой же паре они проиграли и на национальном первенстве в феврале 2010 года в Саранске. Зато на чемпионате мира, который прошел в Гааге, Ильиных и Коцалапов стали чемпионами мира среди юниоров, сделав все обязательные элементы на 4-е уровни и опередив ближайших преследователей почти на 16 баллов. В сезоне 2010-2011 годов Никита Коцалапов и Елена Ильиных перешли на взрослый уровень. Для своего произвольного танца они выбрали музыку из балета «Дон Кихот», и в октябре 2010 года пара дебютировала на взрослых этапах Гран-при. На NHK Trophy 2010 после короткого танца Елена и Никита занимали 3-е место. Однако в произвольном танце им не удалось сохранить свою позицию, и по итогам соревнований они стали 4-ми. На втором этапе, который проходил в России, Ильиных и Коцалапов в коротком танце сорвали поддержку и после первого вида танцев шли на 6-м месте. Перед произвольным танцем с соревнований снялись сразу 2 пары, которые после короткого танца располагались выше Ильиных и Коцалапова. В произвольном танце Елена и Никита стали 2-ми, что позволило им стать 3-ми по итогам соревнований, тем самым выиграв свою первую медаль этапа в Гран-при. На дебютном чемпионате Европы российский дуэт остановился в шаге от пьедестала почета, но они обошли другой российский дуэт – Рязанова и Ткаченко, что позволило им завоевать путевку на чемпионат мира 2011. Чемпионат мира должен был пройти в Токио, но в связи с землетрясением был перенесен в Москву, и они заняли 7-е место. После окончания сезона они закончили свое сотрудничество с Александром Жулиным и Олегом Волковым. По словам Коцалапова, главной причиной расставания стало недовольство качеством и интенсивностью работы специалиста. Жулин не раз пропускал тренировки, и им приходилось учиться по видеозаписи. Пара решила работать под руководством Николая Морозова. Последний поставил паре программу «Лебединое озеро» на знаменитую музыку Чайковского, которую никто из ведущих танцевальных пар давно не использовал.
Именно эта заблаговременно придуманная и превосходно обкатанная программа, как потом оказалось, обеспечила паре успех на Сочинской Олимпиаде. Вскоре на чемпионате России пара впервые в карьере завоевала серебряные медали. На чемпионате Европы 2012 года Елена и Никита занимали 7-е место после короткого танца, но в произвольном танце пара выступила успешно и поднялась на 3-е место, опередив в борьбе за бронзу итальянцев Анну Капеллини и Луку Ланотте, тем самым впервые в карьере став призерами европейского первенства. На чемпионате мира, который состоялся в Ницце, Ильиных и Коцалапов заняли 5-е место, став лучшей российской парой на турнире. В следующем сезоне Ильиных и Коцалапов выиграли серебро на домашнем этапе Гран-при, уступив только канадцам Тесси Вертию и Скотту Мойеру. Далее стали третьими на своем втором этапе Гран-при при NHK Trophy 2012. В произвольном танце они поднялись на одну позицию и завоевали серебряную медаль, которая помогла им впервые в карьере выйти в финал Гран-при. После выступления стало известно, что Ильиных отравилась перед произвольным танцем, но пара не снялась с соревнований и продолжила борьбу за высокие позиции. В финале Гран-при, который проходил в Сочи, пара замкнула 6 лучших. На чемпионате Европы 2013 года в Загребе они заняли 2-е место в коротком танце и 1-е место в произвольном танце, но этого хватило лишь на серебряную медаль. Они уступили Бобровой и Соловьеву. В том же 2013 году Никита Коцалапов окончил Институт физкультуры, защитив диплом на тему «Характеристика поддержек в соревновательных программах высококвалифицированных фигуристов-танцоров». К олимпийскому сезону в Сочи 2014 года Елена и Никита подготовили новые программы в коротком танце, выбрав интересные музыкальные фрагменты. Мелодия «Bei mir bist du schön», «Foxtrot 16 Tons», «Sing, sing, sing». Произвольный танец был поставлен на музыку из балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». На чемпионате Европы, который в январе 2014 года прошел в Будапеште, Ильиных и Коцалапов боролись за золотые медали с итальянским дуэтом Капеллини и Ланотте. После короткого танца российский дуэт шел на 2-м месте. Однако в произвольном танце Елена упала во время исполнения серии твизлов, что не позволило им стать чемпионами Европы. Они уступили Капеллини и Ланотте и 2-й раз в карьере стали вице-чемпионами Европы. На Олимпиаде 2004 года Елена и Никита приняли участие и в личном, и в командном первенстве. 9 февраля они выступили со своим произвольным танцем и заняли 3-е место, тем самым положив в копилку сборной России 8 баллов. Но в итоге Елена и Никита стали олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях. Через неделю начались соревнования в танцах на льду, где Елена и Никита также претендовали на медали. Также они стали бронзовыми призерами личного турнира Олимпиады. Далее в марте прошел чемпионат мира. Елена и Никита после короткого танца занимали лишь 5-е место, так как партнер сорвал серию твизлов, и пара за этот элемент не получила ни 1 балла. В произвольном танце им удалось отыграть 1 место, но на пьедестал почета они не попали. 7 апреля 2014 года Елена Ильиных заявила, что несколькими днями ранее на диспансеризации к ней подошел Никита, поблагодарил за сотрудничество и сказал, что больше выступать с ней в паре не будет. 11 апреля 2014 года Никита Коцалапов официально объявил, что у него новая партнерша – Виктория Синицына. Пара обратилась в ФФККР с просьбой разрешить им выступать вместе. 5 июня Федерация фигурного катания на коньках России утвердила пару Синицына и Коцалапов. Тренироваться дуэт решил в Детройте под руководством Марины Зуевой. Пара дебютировала на российском этапе Гран-при и остановилась в шаге от пьедестала. На NHK Trophy 2014 пара выступила неудачно. Никита уронил с поддержки Викторию, а затем фигуристы сорвали поддержку. По итогам соревнований Виктория и Никита стали 7-ми. На чемпионате России пара заняла 4-е место и не отобралась на главные старты. В сезоне 2015-2016 годов из-за травмы у Никиты пара пропустила контрольные прокаты в Сочи. Несмотря на это, дуэт успел подготовиться к своему 1-му этапу Гран-при, который прошел в Америке. По итогам соревнований Виктория и Никита завоевали серебряные медали. Для них это была 1-я совместная медаль. На следующем своем этапе Гран-при в России Синицына и Коцалапов стали 3-ми, что не позволило им попасть в финал коммерческой серии. На чемпионате России пара лидировала после короткого танца, однако из-за ошибки Коцалапова во время исполнения твизлов удержать лидерство они не смогли и стали серебряными призерами национального чемпионата.
На своем дебютном чемпионате Европы в январе 2016 года в Братиславе Синицына и Коцалапов заняли 4-е место. В марте российский дуэт принял участие в дебютном в их совместной карьере чемпионате мира, который проходил в Бостоне. В коротком танце они стали 9-ми, в произвольном 10-ми, и по итогу соревнований Виктория и Никита заняли 9-е место. Перед сезоном 2016-2017 годов Никите через 2 дня после чемпионата мира в Бостоне прооперировали плечо. Тренироваться на льду он начал через 2 месяца после операции. В качестве музыкального сопровождения в коротком танце пара выбрала блюз Дюка Эллингтона и композицию Леди Гага и Тони Беннета «If It Ain't Got That Swing», произвольный танец танго Астора Пьяццоллы. Далее стало известно, что с парой будет работать Елена Чайковская. В конце декабря на чемпионате России, который состоялся в Челябинске, фигуристы в сложной борьбе заняли 3-е место, выиграв 100-е баллы у Елены Ильиных и Руслана Жиганшина. В конце января российские спортсмены выступали в Острове на Европейском чемпионате, где стали 10-ми. Олимпийский сезон 2017-2018 годов пара начала под руководством Александра Жулина. Произвольный танец Синицына и Коцалапова был поставлен на музыку Сергея Рахманинова «Концерт для фортепиано с оркестром номер 2». На этапе Гран-при в США Синицына и Коцалапов выиграли бронзовые медали, впервые за 2 года попав на пьедестал почета серии. На национальном чемпионате в середине декабря в Санкт-Петербурге фигуристы сорвали поддержку, после чего остановили прокат, подъехали к рефери и сообщили, что снимаются с соревнований. Врачи диагностировали у Никиты разрыв связки голеностопа правой ноги. Синицына и Коцалапов одержали победу на Ондрей Непела Трофи-2018. Тем самым они впервые выиграли турнир серии «Челленджер». На 2 своих этапах Гран-при пара выиграла серебряные медали, что помогло им впервые в карьере выйти в финал коммерческой серии. В финале Гран-при Синицына и Коцалапов стали серебряными призерами, уступив только американскому танцевальному дуэту Мэдисон Хаббл и Захарий Донахью. В 2018 году Виктория и Никита впервые в карьере выиграли чемпионат России, обойдя ближайших преследователей Александру Степанову и Ивана Букина. На чемпионате Европы в январе 2019 года в Минске в ритмическом танце Никита упал во время исполнения серии твизлов, что привело к 5-му месту после первого дня соревнований. Отставание от 3-го места составляло почти 9 баллов. В произвольном танце российские фигуристы стали 3-ми, но по итогу соревнований они остановились в шаге от пьедестала. В конце марта 2019-го Виктория и Никита приняли участие в чемпионате мира, который прошел в японском городе Сайтама. По итогам соревнований Синицына и Коцалапов стали вице-чемпионами мира, впервые в карьере, став призерами мирового первенства. В середине апреля 2019 года они приняли участие в командном чемпионате мира, где стали 2-ми и в ритмическом, и в произвольном танцах. Тем самым они принесли команде 22 балла из 24 возможных. По итогам турнира сборная России завоевала бронзовые медали. Никита Коцалапов был капитаном команды на этом турнире. В 2019 и 2020 годах пара уверенно выиграла чемпионат России. Полным триумфом фигуристов завершился чемпионат Европы 2020 года в Граце. Синицына и Коцалапов одержали яркую победу, на несколько сотых балла опередив 5-кратных чемпионов Европы Габриэлу Пападакис и Гийома Сизарона. После победы Никита не сдерживал эмоций. И мы просто счастливы, что все получилось. Но сразу скажу, у всех ребят, у Габи с Гийомом огромный потенциал. У французского дуэта много сил, как и у нас. Сезон не завершен, и я думаю, что мы все только набираем обороты. Эта победа позволила паре Синицына-Коцалапов занять к началу 2020 года 1-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев. 27 марта 2021 года Никита Коцалапов и Виктория Синицына завоевали золото в танцах на льду на чемпионате мира в Стокгольме. В этом виде программы представители России не были чемпионами мира 12 лет. Ну и в январе 2022 года пара подтвердила статус лучшей пары континента, выиграв очередное золото. Ну а сейчас, в начале 2022 года, Никита и Виктория представляют честь страны на Олимпиаде в Пекине. Теперь о личном. У Никиты были романтические отношения со своей бывшей партнершей Еленой Ильиных. Они встречались на протяжении нескольких лет. Однако незадолго до Олимпиады в Сочи в их личных отношениях начался разлад. В то время Никита и Елена тренировались у Николая Морозова. К последнему и ушла Елена. В интернете стали появляться совместные снимки Ильиных и Морозова, отдых на курорте, романтический ужин при свечах в ресторане.
И хотя Олимпиаду пара вместе докатала, и весьма успешно, далее их пути разошлись, как в личном, так и в спортивном плане. После этого Никита не подтверждал других романов с девушками. В то же время ему стали приписывать отношения с новой партнершей, Викторией Синицыной. При этом ни сам Никита, ни Виктория официально не подтверждали, что являются парой не только на льду. Однако их совместные снимки, на которых спортсмены демонстрируют нежные чувства друг к другу, наводили наблюдателей на мысль, что между ними роман. Пара постоянно обнимается, выкладывает фото совместного отдыха, обменивается в сети постами, свидетельствующими о весьма глубокой взаимной симпатии. К примеру, в день рождения Виктории Никита писал ей: «Моя принцесса, оставайся всегда такой искренней, доброй, лучезарной и самой лучшей. Спасибо, что всегда рядом. Я и не мог пожелать человека рядом лучше, чем ты, Буся». Также в пользу их отношений свидетельствовал и тот факт, что они объявляли о других романах. В свободное время Никита любит общаться с друзьями и играть в футбол. Друзья, если вам понравилось наше видео, но вы еще не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запустите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч. Пока.